Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня расклад на тему, каковы ваши трансформации после полнолуния и новолуния. Берете последние эти события, вне зависимости от того, когда вы попадете на сей расклад. Так, определяйтесь с вариантами. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. Итак, по предварительной подготовке, смотрите, здесь выпали сами вот эти карты из этой колоды. Что они нам говорят? Вот так вот они выпали. Здесь королева пентаклей, восьмерка жезлов и десятка пентаклей. Короче, здесь девочки и мальчики, вы очень быстро идете к своей мечте. Кто хотел семью, у того она будет. Кто хотел стабильных отношений, хотя бы в дружбе, у тех они будут. Все, что касается, вот знаете, стабильности, причем эта стабильность не будет влиять на вашу свободу и не будет нарушать вашу статусность. То есть, если отношения, то это отношения, где нет подавления личности. То есть равноценные отношения. Здесь также еще указание по этой колоде, что сейчас вы начинаете какую-либо деятельность в своей жизни, которая будет у вас на несколько лет, если не на всю жизнь. То есть это дело всей вашей жизни, если хотите. Вы будете реализовывать свои задумки. Вот. И хочу сказать, что для большинства из вас по справедливости, возможно, у многих это не получалось, как-то срывалось, приходилось там в очень жестких условиях, да, работать на дядю, давайте вот так скажем, то вот эта ситуация вся будет меняться и в лучшую сторону для вас. Может, кто-то свое дело откроет, может, ну я не знаю, но это уйма вариантов там может быть. Короче говоря, вы будете дерзать и дерзать во всем. Ладно, пока не буду это глядеть. Так, смотрите, по Таро Веретника сразу карта Высший суд выпала сама при перетасовке. И здесь мне говорят, что у вас есть помощь и поддержка от предков духа вашего рода и от высших сил. Помощь в каком плане? Вот на вас есть влияние, вас хотят в зависимые отношения закинуть определенные люди. Но у них это вряд ли получится. С учетом того, что у вас и продвижение идет, то, сами понимаете, постараться придется, чтобы вас сломить. И, скорее всего, что у них тяги да не хватит, с учетом праздников, которые у нас на носу. Жду их с нетерпением. Это 21-22 декабря. Вот. Да, здесь по чувствам вас пробивают. Очень, в общем, жду праздника Йоль. Постараюсь успеть к этому празднику записать видео про него. Хотелось бы мне рассказать вам про этот праздник, дабы вы знали, зачем, к чему вы вообще, если кто пойдете на места силы, да, ну и раскладик запишем, да, что вам лучше было бы предпринять в эти дни. Вообще, конечно, с 19-го, но если по-хорошему брать, то до 2 января, это очень интересный период тоже у нас будет, крайне насыщенный. Приготовьтесь, ребята, к тому, что особо белочные ребята будут творить чудеса чудесные. То есть некоторым из вас можно будет подрасслабиться, ну а некоторым придется еще повоевать,
И, в принципе, знаете, как повоевать, да? Раух Топаз, гляньте, какой красивый, да? Что-то захотелось мне вам его показать, на свет просветить. Короче, повоевать. Повоевать нам нужно довольно-таки часто приходится, да, это делать. А нужно воевать за себя. Давайте вот так вот я скажу вам. Поэтому на этом пути не стоит останавливаться. Но это не говорит о том, чтобы вы всю свою энергию тратили именно на войны. Всегда должен быть баланс. Итак, по оракулу теней, ну здесь какая-то вам истина придет о предателях, о вашей родовой какой-то карме. Придут какие-то моменты, где вы узнаете, возможно, знаете, как подсказки от духов рода, как вам исцелить ситуацию из прошлого. Какой ритуал, возможно, выполнить. Ну, что-то вот в этом роде, истина какая-то да подоткроется для вас. Знаете, как все, что было темным, станет... Вот его высветят, понимаете? Вот просто как прожектор на него направят, и вы все поймете. Вот как будто вот в пещеру посветить фонарем, ну знаете, таким, как вот сродни маяку, я бы вот так назвала. Эти дни, которые нас ожидают. Так, что-то я заговорилась. Надеюсь, вы определились с вашим вариантом. Так, ребят, давайте я буду приступать к первому варианту. После энергии новолуния, конечно, знаете, так слегка расслабленное состояние. Хотелось бы сказать, что отдохнувшая, но, увы. Моменты рабочие. Знаете, как все время надо быть в тонусе. А потом в один прекрасный момент ты просто ложишься спать на 2 суток. И все, и тебя нет. Ты пропадаешь с радаров просто. Итак, ребят, давайте-ка построим сегодняшний расклад очень интересным образом. На первом варианте у меня, как всегда, в этом плане, вот по построению структуры расклада, новизна преобладает. Потом уже со вторым, с третьим легче расклад делать. Ну, а на вас я настраиваюсь. Итак, трансформации. Трансформации полнолуния, которое у нас было. О боги, когда оно там у нас было-то? Ну, в общем, вы меня поняли. 2 недели назад оно было. Это трансформации полнолуния, в которые вы входили 2 недели назад. Вот прошли эти 2 недели. Вчера было новолуние. Посмотрим, какие энергии к вам пришли. Куда вас трансформируют, чего от вас хотят. Так. Первый вариант. Я колоду тасовала. Помните предварительные просмотры, то, что я делаю? Тут у вас творчество. Ребят, тут еще такой момент. Нужно защищать все, что касается вашей энергетики. Вот знаете, у вас порыв на что-то есть, а у вас крадут энергию, короче, на новые начинания. Знаете, как обрубают вам это все. Вот на это следует вам обратить внимание.
Итак, энергии полнолуния. Что вы там проработали? И энергии новолуния, куда вы входите. Да, вашу веру пытаются поколебать. Хотят, чтобы вы в себе сомневались. Смотрите, первый вариант. Вы как бы уже проработали полнолуние, но, возможно, не все. Возможно, кто-то застрял, да? Вот сейчас будем глядеть. И потом посмотрим, что на итог вам. Здесь вам через ясновидение могут идти подсказки о том, что вам нужно чистки провести. И что именно у вас почистить. Так, полнолуние. И будем вот так вот, в общем, это все отодвигать. Итак, трансформацию полнолуния. Что у вас там? Ну, баланс искали. Пытались найти какой-то компромисс. Особенно это касается любовных отношений или же тех аспектов, где вы счастливы. Возможно, вы вообще ожидали какого-то предложения по работе, да, какая-то должна была сделка состояться или что-то в этом роде. Здесь конфликт, возможно, даже, с партнером, потому что здесь вот как будто вам предлагают что-то, а вы против этого. Вас, видимо, в дисбаланс хотели вогнать. Хотели, чтобы вы нервничали, сливали свою энергию. Какие энергии полнолуния вы прорабатывали? Точнее, знаете, не энергия, нет трансформации. Вообще какой-то расклад сегодня такой удивительный. Я за него сесть не могла часа 4. Посмотрим, в чем его удивительность. Итак, энергии полнолуния. То, что вы начали трансформировать в себе 2 недели назад. Так интересно. Вы как искали баланс внутри себя, дабы не сливать энергию на войну. Ситуация, где вам что-то предлагали, но вы как-то в лучшем случае думали. В лучшем. В обычном случае сразу отсекали. Здесь показывают распутье, но распутье сейчас я посмотрю какое. Здесь еще у вас идет, что вы получили информацию, которая вас, знаете, как сбалансированность привела по поводу ваших знаний, ваших талантов, вашей интуиции. Здесь еще работа с другими людьми. То есть они вам как в помощь были. Знаете, не сколько работа, сколько вот есть люди, которые вас поддерживают. Здесь вы ставили защиты на кладбище себе.
Здесь, ну, работа именно на этих местах силы. Распутье. Вот вам и распутье. Это за пределами дома. Вы знания получили. Здесь я поняла. Вы получаете новости о том, что вам нужны какие-то защиты. Вы их делаете, сбалансировали себя. Вот этот туз мечей, на который вас провоцировали, то есть выяснение чего бы то ни было, да, дабы вы сливали энергию. Вы через кладбище это все с себя как бы за счет оберега убрали, в умиротворение вошли. Но вот эта ситуация все равно, вот понимаете, вопрос распутья, где вы должны выбрать. Знания вам даны, подсказки вам даны, что вы сейчас на выборе. Выбирай, говорят. И тут, кстати, работа по менталу. Были на кладбище, и работа по менталу у вас хорошо пошла. То есть, знаете, как пробки повылетали. Да, ребят, здесь человек вас пытался вывести на какую-то борьбу и, знаете, просклонять по падежам, запуская ваши основные инстинкты. Самосохранение, страх, похоть, желание, такое, знаете, до трясючки. То есть такое что-то. Вот это вы прошли с полнолуния. А распутье в чем заключается, хочу посмотреть. Что там на распутье? Понимаете, здесь вы много разговариваете, но мало делаете. Вот что я вам хочу сказать. Хорош уже просто языком трепаться о новой жизни. Идите в новую жизнь. А все прошлое, ситуации, либо люди, которые вас разочаровывали, приведут вас к нищете. Как духовной, так и материальной. У вас тут идет рост. Понимаете, вы должны как бы, ну, в творчество, да, зажигаться. А вот эту вот искру хотят слить. Хотят, чтобы вы слили на кого-то другого, понимаете? Грубо говоря, крадник энергии, крадник и те же идеи, перетяги, коперы сюда же. Хотя параллельно вам помогают, и, ну, если кто чистился и давал обраты пошли. Да, вам там рассудок затуманивали, ну, то есть мороки, оморочки кидали, хотели, видимо, чтобы вы видели кого-то в более выгодном свете, чем являлся человек. Итак, это то, что у вас как бы с полнолуния шло, да, какие трансформации вы проходили. Теперь смотрим, что вчерашнее новолуние вам открыло. Так, как бы его так положить? Ушли. Несмотря на страхи свои, вы ушли в свой путь. Сейчас хочу уточнить 7 кубков. Здесь еще, знаете, может быть такой вариант, секунду. Может быть такой вариант, что вы сейчас пока только, знаете, как мечтаете о том, как вы получите полную власть. Здесь работа с атомом, если кто выводит себя на новый уровень, особенно в магии. Но здесь больше мечты идут, но это тоже неплохо. Здесь не в плохом контексте, знаете, вы здесь простраиваете планы, а это уже большой плюс. Я еще не открыла 3-ю часть, но по вот этим двум, по сравнению с полнолунием, вы колоссальный рывок сделали по энергиям.
У некоторых на это ранее уходило несколько лет, месяцев. Да что ж такое? Все на вас тухнет и тухнет свеча. Тут уже у вас идет защита материальных интересов. Слушайте, это издевательство, в общем, да? Третий раз. Видимо, кто-то не хочет, чтобы вы этого делали. Но здесь еще, знаете, вы хотите победить какого-то короля, какую-то ситуацию, которая очень остро стояла в вашей жизни. Вот вы прям хотите победы над этим. И вы вот мечтаете, как вы это сделаете. У вас как сил для борьбы нет. Слушайте, ну первый вариант, ну елки-палки, с новолунием. И новолуния карта выпала. Хотят вас сломить, хотят, чтобы вы, знаете, в четверке кубков сидели, не видели перспектив, не видели, знаете, как, ну, короче, в фюфлю превратились. А в вас, наоборот, как знаете, чем больше вас прибивают, тем больше вы вот, ну, как упираетесь и говорите, нет, не будет этого говна больше в моей жизни, все, нет и все. Да, манипулировать вами пытались. Или, во всяком случае, планируют это еще делать. То есть, возможно, на новолуние выполнялись работы. Ребят, ну что здесь, наконец, солнце и фортуна? О чем вам еще говорить? У вас все равно ваши мечты сбудутся, а случай не упустите ваш. И вот, вы знаете, вот прям как тянет еще какую-то колоду взять. Взять какую-то колоду хочется, вот как, знаете, как итог подвести. Странный, конечно, выбор с моей стороны, но тем не менее, почему-то захотелось именно эту колоду взять. Это магия наслаждений. Хотят вам, знаете что? Чтобы воскресли вновь утраченные чувства. Вот вам и король, красавчик, который вас хочет в объятия в свои заключить, да? Но мы помним, что у вас выпадал король мечей. Может, это, конечно, и новое отношение. Смотрите сами. Если это все тот же человек, значит, по жезлам хочет к вам. Ну и третья карта. Вам будет предложение, девочки. Мальчики, на себя, пожалуйста. Значит, вам девушка сделает предложение. Предложение восстановить что-то, что было ранее утрачено. Ну, какие-то бывшие отношения, короче говоря. Но здесь
Понимаете, ни вы, ни этот человек не готовы переводить отношения на новый уровень. То есть, да, отношения могут стать долгими, если их правильно выстроить, но на первых порах это будет просто для секса. Не более. Поэтому первый вариант, смотрите внимательно. Понимаете, хотела уточнить вот эти карты. Что за предложение? Маг и император. Человек может на вас и магически влиять. Человек, который не может властвовать над собой, то есть он мнит себя императором. Но в магию он полез, понимаете? Возможно, вот здесь у вас, вот это, видите, 9 кубков, оттуда и было предложение, либо что-то еще. В общем, будьте аккуратны и осторожны, первый вариант. Я благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями. А я желаю вам добра этого мира. Пока-пока. Итак, второй вариант. Я вас приветствую. Давайте-ка поглядим, что у вас там по трансформациям. Полнолуние, новолуние. Что прошли, во что вошли. Второй вариант. Будьте осторожны со своими желаниями. Которые идут у вас по импульсу, то есть, знаете, импульсивное такое поведение, и вы желаете как отстоять себя перед всем миром, рискуете навлечь на себя какие-то абсолютно вам ненужные энергии, да, то есть не сливайте туда свой потенциал. Может, вас и провоцируют, но будьте осторожны, в общем. Итак, давайте-ка посмотрим, что у вас там по полнолунию. И по новолунию. Так, тут в денежном вопросе прорыв будет у вас обязательно. Лицемер в окружении есть, второй вариант. И такой, знаете, человек, который вечно что-то конючит. Что-то ему надо, чем-то он там недоволен, что-то у него случилось. А вот у всех получается, у меня нет, а я хотел бы больше. Вот что-то в этом роде.
Ребят, больше уверенности в своей победе. Здесь, конечно, вам пытаются... Пытаются вогнать вас в депрессию. Вот так вот. Итак, давайте-ка будем смотреть, что у вас тут. Здесь вы проводили ритуал на отсечение всяких деструктивных программ. Через подселенцев вам делали. Вот, вас спровоцировали на эту семерку мечей. Вы тасовала карты, и в итоге она все равно к вам вышла. Какой-то, вот хочется сказать, извините, придурок. Вот почему-то слово такое идет. Человек, для которого Бог живет в зеркале. Он вас провоцировал, хотел с вами радости, как обновления какого-то. Ага, вот чего хотел. Короче говоря, хотел, чтобы вы перестали быть королевой мечей, которая отстаивает свои позиции, границы. И вы, видать, отсекали привязки. Или вообще чистку делали, защиту и тому подобное. Но здесь хорошо у вас все прошло, как бы. Да, свои моменты есть, неприятные моменты. Вот от человека прям... Вот неприятный тип. Вот. Так что, ну что здесь еще сказать? Здесь по карме вы все правильно сделали. То есть вы все верно, выбрали верное направление. И то, что вы отсекли вот этого персонажа, вы должны были так сделать, дабы карма восторжествовала. То есть запустилась уже у вашего недоброжелателя. Что по новолунию? Работа с предками, ребят. Вы жрица. Выбор. Сейчас посмотрим, что у вас там за выбор. Вообще здесь с предками хороший коннект у вас. Они вам знания передают. Слушайте, не думайте, что вы, короче говоря... Вот вам кажется, что вы проиграли. Вы проиграли бой, но выиграли войну. Вот увидите, дайте время вот этой ситуации, и она у вас решится. Да, здесь полное обнуление вас будет идти. Ну что, работали по вам, по новолунию? Что у вас здесь по новолунию? Вы себя отстоите, это во-первых. У вас есть дар. Можете в будущем быть пророком, если того пожелаете. Здесь против вас сделали через кладбище. То есть, не факт, что через кладбище, тоже не суть, это важно. Вызывали из темных, дабы вам, замутить разум ваш. Но у вас защита. То есть, если вы работали на кладбище, на новолуние, отлично все. Знаете, у вас вот такой вот привкус горечи есть. Что-то вы, кажется, как не дожали. Может, не так сказали, не так сыграли, да? Но это уже не суть важно. Вы все равно выиграете войну, ребят. Вы из этой ситуации, вот от полнолуния, да, которая вот была последние 2 недели, вы вынесли определенные уроки. Здесь работа с предками, работа на местах силы, либо же работа в тандеме с кем-то. Возможно, вы к мастеру обращались за чистками, за защитами. Есть и такой момент.
и снимали с себя деструктив. То есть здесь хорошо все получилось, защита тоже хорошая. Выбор. Меня интересует, что за выбор у вас там. Чужое мнение обязательно выслушайте. Истина на вашей стороне. Здесь у вас интуиция и ваша личная сила как бы вам в этом помогут. Вы знаки тоже получите, не переживайте. Будьте осторожны, пожалуйста, с опоями, с окормами. С тем, с кем вы садитесь за стол. Здесь еще также могут проходить, может даже вы за стол вместе не сядете, но токсичный человек, который с вас будет стягивать энергию. И, пожалуйста, не впадайте в депрессию, особенно в этот йоль, который будет вот с 19 по 23, то есть 20-22 декабрь. Не надо вам этого делать. Поймите, что люди такие, какие они есть, и как бы не делайте из этого себе проблему. Здесь на Йоль вам нужно закрыть портал, который вас связывает с миром темных. У вас еще отголоски есть, поэтому вот депрессию надо убирать. Да, иначе, короче так, или вы сидите, себя жалеете и запускаете негативные родовые сценарии в вашей жизни, либо же вы отправляетесь с дороги, где радуете себя. Огнем поработайте, пожалуйста, поритуальте с огнем. Освободитесь от чего-то деструктивного. Итак, второй вариант. Давайте, раз уж я взяла эту колоду, не знаю, почему это сегодня. Ну, тут человек, король кубковый, да, который, знаете, как позволил вам быть приближенной около себя, причем, возможно, он вообще, так знаете, как вот видите, вторая пятерка мечей падает. Возможно, из прошлого, возможно, вас воспоминания тянут об этом человеке, но он тут, знаете, как поступил, вот, короче, полоскал вам мозг, вот по-другому не сказать. Вы поругались или еще какие-то моменты, он пошел, а пойду я, как пример говорю, а пойду я там с другой пересплю, чтобы, ты там начала ревновать и ко мне сама пришла. Понимаете, вот что-то в этом роде. Такое вот то. Этот король, короче, кубковый, он хочет пробудить ваши воспоминания, знаете, как болтает их. Пока вы сидите в этих воспоминаниях, у вас вот эта программа и активируется родовая. То есть вы самобичеванием занимаетесь, что-то в прошлом в этом роетесь. Вот вам не надо этого делать.
толку от этого абсолютно никакого. То есть вами просто-напросто манипулируют. Еще такой момент, могут тоже идти влияния, знаете, как на похоть. Вот чтобы, и не только, вот знаете, в сексе, а именно, чтобы вы искали удовлетворений для себя различными путями, уходя в деструктивные энергии, и предавались воспоминаниям. Такая кобеляка, короче. Все-таки, что тут еще? Да, вы с этим человеком в ссоре. Вот. Вы с ним, возможно, даже не общаетесь. Но будьте осторожны. Почему? Потому что здесь по нижним чакрам вас хотят привязать. Я же сказала, вот все-таки похоть идет. Хотят вас удержать сексом. При этом давят на воспоминания из прошлого. Мол, а помнишь, как было нам? Как ты подумаешь об этом, и вдруг мы все это с тобой вернем. Здесь, ребята, сексуальные привязки. Так что вот так второй вариант у вас сегодня. Как говорится, будьте бдительны. Здесь нужно вот этого остерегаться. Что-то взяла эту колоду Таро сексуального наслаждения. Ну, видимо, у многих сейчас этот вопрос будет актуален. Ребят, почему актуален, объясню. Сейчас такие энергии нас, мы все проходим, что вот эти вот деструктивные личности, они неплохо поотгребали, и они, знаете, они чувствуют, что если они сейчас не найдут жертву, за которую вцепятся как пиявка, и не выпьют энергетически, они просто сдохнут. Некоторые из них даже не в переносном смысле этого слова. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны с людьми, которых вы впускаете в свое пространство. Память — это хорошо, но помните, что прошлое должно оставаться в прошлом, а будущее — это всегда все новое. Вот такой вот был расклад для вас, белые камушки. Я вас благодарю за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями. И желаю вам добра этого мира. Пока-пока. Зеленые камушки, я вас приветствую. Давайте-ка посмотрим, что у вас там по полнолунию. Что за трансформации идут? И какие трансформации с новолунием запустились у вас? Интересно, сегодня вот третий вариант, как всегда, зажжет вовсю. Или будет крайне скромен. Так.
Третий вариант. Вы что-то начинаете изучать, чему-то обучаться, и у вас как старое что-то рушится, уходит из вашей жизни. Ну, еще смотрите. Ага. Но здесь кто-то вам на здоровье еще делает. Видимо, хочет, чтобы вы притормозили. Быстро разогнались, как они считают, да? Паскуды такие. Они еще будут решать, с какой скоростью кому двигаться в этом пространстве, да? Ребят, ну здесь вы точно обучаетесь чему-то. Вы прям на обучение идете. Что-то новое прям. Но не могу понять вот эту карту. От чего вы отрекаетесь? Или, возможно, вам программы какие-то подсовывают, чтобы вы отреклись от своей новой жизни, как сомневались. Ребят, третий вариант. У вас здесь все хорошо. Здесь вы отрекаетесь от программ, которые как по привороту делаются, да, на подавление воли. Здесь у вас об этом предки, духи рода, вы от них предупреждение получили, что вас хотели в состояние жертвы вогнать, навешать на вас чужие проблемы. Вы как бы под защитой. Перепроверила на всякий случай, потому что немного мне не понравилось и не показывали. А если не показывали, значит мороки одевают на работу и закрывать ее пытаются, чтобы никто не узнал. То есть это человек, который скрыто за вашей спиной это все делает. Возможно, в глаза рассказывает, какой он замечательный друг, товарищ или что-то вроде этого. Или как он изменился, поменялся. Ну и т.д. и т.п., как говорится. Ну да, блин, здесь привороты на вас лепят. Ёлки-палки, короче. Здесь, я так понимаю, вы кому-то не достались и горит и в аду тварь, как он думает, да, этот человек. А вы прете там и в бизнесе, у вас все хорошо, еще и на обучение, то есть идете чему-то новому, учитесь, вообще новые энергии в вашу жизнь приходят. А там у ребят заворот какой. Ну да ладно, короче. Так, давайте смотрим, что у вас там по полнолунию. Ребят, здесь у вас какие-то новые договора. На новых местах силы могли работать. Новые договора в дорогах. Ездили куда-то. Так, хорошо.
Возможно, даже на кладбище были, или же с камнями работали. Но вы здесь, как минимум, если кто на кладбище, то как минимум 3 души к вам вышло. Ангел-хранитель справедливости, и через магию вы получили, ну тут хорошо все по полнолунию. Единственное, что какая-то скотопадла заключала договора с темными, дабы влиять на вас. Здесь просто пробивание по вашему здоровью. И есть несколько вариантов. У кого чуть пошатнулось, у кого это просто был упадок сил, допустим. У кого-то вообще, серьезные проблемы по здоровью. Так вот, знаете, это на вас, шли влияние. Вот, знаете, здесь вот идет четко, вот отказали кого-то не впустили из прошлого, и оно, как давай им мечом вместе там махач устраивать, а вы идете дальше, у вас вообще все, как я сказала, что договора новые. Но здесь мне идет больше, что на кладбище. Может, вы, я же говорю, новые места силы. По-новому с богами как-то сотрудничать начали. Вот сейчас хочу договор уточнить. Ладно, я это уточню. Но это что такое? Понятно. Здесь вы все вот эти искушения, которые на вас навешивали, вы отрезали их, Тут так странно как-то договор, да? Сейчас надо подумать. Подзависла я. Слушайте, я поняла. Глядите, вы в себе, видать, проработали какие-то аспекты, связанные с жадностью, с неумением отдавать. И за это вы получаете дары судьбы. Здесь вы, донесли до определенного ранга темных свое прошение. Давайте скажем так, прошение у каждого было разное, но оно касалось людей, которые вам лгали. Ваши недоброжелатели их просто сломят, их волю. Эти люди на вас колдовали, потому что считали, что выше вас, лицемерили, предали, понятное дело. Вы исцеляетесь от этого и разочарования, и там вас обмусоливали. Сплетен очень много. Получите информацию о том, что ваше желание сбылось, если хотите так. Человек станет узником каких-то обстоятельств, вплоть до того, что, возможно, там, будет обездвижен по состоянию здоровья. Знаете, вот как убить слишком легко, а вот чтобы как овощ пожил, вот в самый раз для отработки кармических долгов. А вот тут человек что-то вам неплохо так плюнул в колодец ваш.
Донесли неплохо информацию. Итак, смотрим, что по новолунию. Жестко вы полнолуние проводили. И 2 недели, видимо, в этом всем эти энергии вот так вот. Ну, понимаете, здесь как энергии идут, да? То есть вот эта борьба, она идет, но она как бы за кулисами. А вы идете в новое. Знаете, так тын-тын-тын-тын, скачете как кролик. Вы там воюете как бы, ну, значит, защита у вас хорошая. Так, новолуние. Что здесь у нас? Да, вы проработали какую-то часть себя прямо. Здесь люди копнули себя хорошо. Какие-то старые паттерны, затыки я их еще называю. Какие-то старые, знаете, как... детские комплексы, обиды. И еще знаете, что здесь идет? Что этот человек от вас отрезан. Но вы в балансе находитесь сейчас. Вы уходите в императора, ребят. Вы здесь вершители своей судьбы. Вы пишете сюжет своей жизни сами. Вот как захотите, так и будет. Вот как сказали, так и есть. Здесь ваши недоброжелатели полностью падут. Истину вы получите через ясновидение. Плюс еще что-то там именно по вашему дару открывается. Сейчас вот карту надменности хочу посмотреть. Я бы не сказала, что вам присуща надменность, понимаете? Возможно, здесь ваши враги-недоброжелатели, которые... Вот, ну, идол, понимаете? Вот поклоняйтесь мне, короче. Я тут царь и бог, блядь. Вот, ну, бог летит с лестницы головой вниз. Но хочу уточнить надменность. Ой, здесь подселенцы на человеке. И кстати. О чем это нам карта говорит лично для вас? О том, что вы в балансе между миром темным и миром светлым. То есть у вас есть контакт со светлыми и с темными. Здесь по высшему суду. Здесь знаете как? Здесь и вы попросили. Вот понимаете, так, вот идет мне информация, секундус. Аж кофейка захотелось. Короче говоря, вот на вас сработал спусковой крючок. То есть человек делал херню, извините, да, подсирал. И тут он пришел и наткнулся, вот шел по жизни, наткнулся на вас. Даже если это человек из прошлого, пока он там где-то его насиловал, он там нахеровертил кучу всякого говнища. И плюс еще и на вас влиял, да, вот пришел он, короче, такой, увидел вас, с завистью удавился, решил на вас что-то сделать, и это было, блядь, последним, что он мог сделать в этой жизни. Все, больше у него жизни нет. Здесь просто, ну, вы не сидели, сложа ручки, вы как бы прете дальше, вы движетесь. И высшие силы как видят? Блин, да ну что это за заноза такая, да, которая мешает тут продвижению? Убираем. Тут прям, ну, высшие за вас вступаются. Род туда же. Да, там у человека иллюзии посыпятся. Ой, раскаиваться будет. Ага, его пробивают. Теперь уже на него магия идет. Помощи будет просить. Может, даже защиты на кладбище будет ставить себе. Ну, пытаться будет ставить. Да, человек типа изучает магию, изучает. Ёб твою мать.
Ой, да я ж сказала, будет себе защиты пытаться поставить. Бедолага, а от кого ты защищаешься, блин? Ну нельзя просто срать в этой жизни и не платить ничем. Ну нельзя. Если что-то будет от этого человека в вашу сторону, вы сразу же получаете информацию на ментале. Вам сразу же идет. Так знаете, цинь, внимание. Будьте осторожны, двери закрываются, то есть. Вот здесь у вас точно так же. Вы сразу же понимаете, ага, оттуда и уже ждете. А там побарахтался что-то, а ладно, все, идем дальше. Если что-то серьезное, ну, встретим достойно. Здесь вот так вот. А чем вообще у него там это все увенчается? Или у нее? С башкой не лады будут. Проклятиями будет обложен, причем проклятиями от человека, к которому обращается за черной магией, за помощью якобы. Удача отвернется, будет просить на коленках, видимо, отбивать челом поклоны в храмах, но, как говорится в 108-м псалме, и молитва ваша да будет в грех, ребятки. Вот для таких, как этот, это 100%. Там его еще темные будут заводить, крутить, его иметь, полоскать, с него, короче, забирать все, что у него там последнее от души осталось. В общем, как-то в этом роде. Что-то меня пропаяло за этого вашего недоброжелателя. А знаете что? Я поняла почему. Потому что здесь люди, которые над собой работают, а какая-то вот такая вша, извините, которая, ну, блядь, даже не... Понимаете, здесь человек, ваш недоброжелатель, он даже не думает трудиться над собой. Он все пытается под себя прогнуть. Удачи. Так что здесь сказать? Ох. Ну, короче, вы видите эту карту, да? Подавить человек вас хочет, понимаете? Властвовать над вами, чтобы вы ему поклонялись. Ну, здесь у человека с башкой непорядок, короче, реально непорядок у него, ну... Может, его вообще в дурке закроют, слушайте. И такое может быть, я вам хочу сказать. Потому что, ну, у него перевернут весь мир. Кого ты хочешь подавить, я не могу понять. Кого, блин, тут человек уже тебя обогнал, наверное, на 2 воплощения, если не на 4. Ты еще где-то там, блядь, в каменном веке по развитию. Куда ты лезешь? Нафига ты лезешь? Чё тебе надо? Он еще хочет подавить вас. Нет, понимаете, я бы поняла ситуацию, если бы какой-то серьезный был противник, достойный, да, хотя бы достойный. Еще свои нюансы. Но тут, блин, как вот караван идет, а оно лает. Ну да, короче, вами манипулировать, над вами властвовать, для того, чтобы без обязательств влезть в вашу жизнь. Короче, то, когда пришел, тогда и вовремя. А вы, чтобы его ждали. Так он еще и в треугольник вас хочет втянуть, он еще и выбирает. Или вообще хочет быть и с вами, и еще там, где поудобнее, диван, может, продавленный у него свой есть, понимаете? Мальчики, если вы смотрите, это все про вашу бывшую пассию. Ну, просто жесть. Отозвитесь мне, пожалуйста.
Я бы очень хотела послушать ваши истории об этих ситуациях. Ну а так, ребят, ну что здесь? Ну что здесь еще добавить? Идите своим путем и безбожно вообще, я не знаю. Тут уже, знаете, впору реально покупать настоящий меч. Заказывать в кузнице, да, у кузнеца. Ну, реально настоящий меч, там, короля Артура или что вам там по душе. Ставить у себя возле двери входной и ждать этого персонажа. Только пришел и, собственно говоря, вот. А вы на чеку. И гнать его вообще это... Ну, пипец, еще там бегает, договора составляет на кладбище с темными. Ну, знаете, это такое вот, тут такое ничтожество, а не личность. Ну, ничтожество. Он, конечно, там в башке у себя кино крутит, что он царь всея Руси, и все ему должны. А на самом деле, знаете, вот, ну, там ничего не интересного нет, там ничего умного нет. Там просто ничто. Ну вот просто ничто человек. И вот эти темные, ну как бы... И он еще к ним приходил и чего-то у них там хотел выпросить. Что-то делал. Знаете, я уже прям вижу картину, как за этим всем наблюдали ваши темные из вашего рода и такие: а давай, давай, дружище, давай. Давай. Сейчас мы с тобой пообщаемся в более тесном кругу. Поэтому, ребят, у вас тут вообще, ну, у вас не просто защиты, у вас здесь ангелы темные, светлые стоят за вами. Знаете, они такие безмолвные, тихонькие. Их как бы сразу и не заметишь, но потом, когда они появляются, помните, я за меч рассказывала, вот. И копьем бошку пробивают. Ну, все как на картинке. Отлично. Они такие тихонькие, неприметные, но очень большие, очень серьезные дядьки. И вот знаете, мне какая идет информация? Вот ваш недоброжелатель, тех, кого он вызывал ритуалами своими на кладбище, они служат вашим ангелам-хранителям темным. Вот серьезно, он просто пришел к слугам вашего хранителя, да, и что-то там на вас спросил. И этот стоял такой: ну-ну, да, интересненько. Хорошо, да, мы приняли к сведению, окейушки. Ну, а теперь держи-ка, распишись-ка, милок, да? Унесешь, сука, все то, что заказывал, сам. Фу, как-то вот третий вариант импульсивно прошел. Вот третий вариант. Что мне еще вам добавить? Добра вам этого мира, ребятки, добра. И не только этого мира, потому что у вас там из другого мира есть те, которые вас оберегают и несут вам благо. Так что как-то вот так вот. Пока-пока всем.